Желание человека оторваться от земли и парить в небе, подобно птицам, не покидало изобретателей и ученых, стимулируя научно-технический прогресс. Развитие летательных аппаратов началось с крыльев, которые смельчаки крепили у себя за спиной и пытались лететь, шагая с высоких колоколен, крутых берегов, калечась и погибая во имя великой веры в полет человека. Значительный вклад в развитие авиации внесли европейские ученые и естествоиспытатели. В эскизах Леонардо да Винчи мы находим модели вертолета, махолета и парашюта. Наш самородок Михаил Васильевич Ломоносов демонстрировал Российской академии наук 12 июля 1754 года действующую модель вертолета с пружинным часовым приводом двух винтов противоположного вращения. Появление двигателя внутреннего сгорания дало новый простор фантазии авиаторов. В 1882 году Александр Можайский создал и испытал моноплан с двумя паровыми машинами, который смог самостоятельно оторваться от земли. Одной из первых команд авиастроителей, которая в проблемах безопасности полета полагалась не на удачу, а на необходимость обеспечения и снижения риска для жизни пилота, стали братья Райт. С успешных полетов их флайера человечество шагнуло в новую эру авиации, с каждой неизбежной на новом пути жертвой осознавая, что полет должен быть максимально безопасным и по возможности комфортным. Определяющим вектором развития авиации с первых дней стало соперничество между странами, проходившее под девизом «выше, дальше, быстрее» и позволившее в короткий период достичь поразительных успехов, закрепленных в десятках выдающихся мировых рекордах, установленных лучшими пилотами планеты. «19 августа 1941 года постановлением Государственного комитета обороны номер 513 о создании второй научно-исследовательской базы авиации на востоке СССР решено было организовать в Новосибирске филиал номер 2 Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Николая Егоровича Жуковского, в задачи которого входило бы проведение научно-исследовательских работ в области теоретических и экспериментальных исследований по аэродинамике и прочности самолетов совместно с предприятиями и заводскими лабораториями авиационной промышленности. При выборе города выбор пал на город Новосибирск. Город Новосибирск уже тогда отличался и наличием академических институтов, и развитой промышленностью, и, вообще говоря, наличием отраслевых институтов научно-исследовательских. В сентябре-октябре в город Новосибирск прибыли примерно 500 человек, работников ЦАГИ. И во главе этого научного коллектива был академик Чаплыгин, который в то время занимался научно-организационной работой. В 1942 году Чаплыгин скончался, и в это же время был разработан план строительства, план развития института, и началось строительство аэродинамической трубы. Она была изготовлена и в 1944 году вступила в строй, начиная работать на обеспечение боевых возможностей советских самолетов. В ноябре 1946 года начальником СибНИА по совместительству назначается главный конструктор Олег Константинович Антонов, возглавлявший в то время опытное конструкторское бюро на Новосибирском авиационном заводе имени Валерия Павловича Чкалова. Его знаменитые самолеты Ан-2, рекордсмен, долгожитель и Ан-14 «Пчелка» обрели крылья с активным участием специалистов СибНИА. Старейшим отделением СибНИА, успешно действующим и развивающимся по сей день, является НИО-1. В нашем отделении решается широкий круг задач аэродинамического проектирования перспективных самолетов и летательных аппаратов различных классов и назначений. Проводятся исследования стационарного и нестационарного обтекания несущих систем, проводятся исследования аэродинамики промышленных зданий и сооружений, скоростных транспортных средств и прочих объектов. Основным инструментом экспериментальных исследований является аэродинамическая труба Т-203. В трубе Т-203 были проведены исследования моделей практически всех самолетов, разрабатываемых в свое время в ВКБ
Советского Союза и в настоящее время в России. Особое место в деятельности нашего отделения занимает работы по разработке и совершенствованию аэродинамической компоновки самолета Су-27. В настоящее время наше отделение участвует в работах по отработке и совершенствованию аэродинамических компоновок современных пассажирских самолетов 21 века, таких самолетов как МС-21 и Сухой Суперджет-100 новой генерации. К середине 50-х годов перед мировой авиацией остро встала проблема проведения лабораторных усталостных испытаний самолетов. Это потребовало создания в стране мощной экспериментальной базы, способной исследовать усталостную прочность различных типов самолетов в лабораторных условиях. Было принято решение построить такую базу в СИБНИА и ориентировать институт в основном на ресурсные испытания опытной и серийной авиационной техники. В 1957 году было утверждено проектное задание на реконструкцию института. Тогда же началось строительство уникального корпуса стенда номер 6, лаборатории статической прочности летательных аппаратов, позволяющей испытывать на прочность самолеты с полетным весом до 500 тонн. В отделении прочности СИБНИА статические испытания были начаты в 1952 году, усталостные в 1955. К настоящему времени было испытано более 170 самолетов 43 модификаций и более 180 самолетных агрегатов на отдельных стендах. Отражением основных направлений развития методов испытаний и используемого оборудования в НИО-2 является стенд планера самолета Суперджет-100, в котором в основном используется нагружающее устройство двунаправленного действия с рациональным размещением гидроагрегатов. Используется независимая гидравлическая защита по нагрузке сервопривода с использованием клапана ограничения нагрузки на блоке управления и защиты. Автоматизированная система управления и система контроля сил собраны на новой элементной базе с использованием монитора с сенсорным управлением. Программное обеспечение разработано в СИБНИА и позволяет формировать циклограммы нагружения в темпе эксперимента из массива заранее созданных сегментов. Оперативно корректировать алгоритмы управления, добиваясь оптимального соотношения скорости и точности нагружения. Система одностороннего приложения нагрузки на крыло позволила значительно уменьшить объем монтажных работ и освободить крыло, что увеличивает вероятность обнаружения повреждений. В 60-е, 70-е и даже в сложные перестроечные 80-е годы СИБНИА продолжал активно развиваться. В СИБНИА исследование динамической прочности летательных аппаратов проводится с начала 50-х годов. И наряду с расчетными исследованиями испытано более 200 моторных самолетов по частотным испытаниям, более 200 моделей самолетов продуто в аэродинамической трубе, где исследовались опасные явления аэроупругости. Испытано более 900 фрагментов конструкций на виброакустическую прочность. Это в основном вертолетные лопасти, агрегаты, подвергающиеся большим звуковым давлением. И более 500 опор шасси. Это основное направление нашей деятельности. По результатам этих исследований выданы рекомендации по улучшению динамической компоновки и назначению ресурсов. Наше отделение сотрудничало практически со всеми АКБ отрасли, с Китайской Народной Республикой. В настоящий момент проводятся исследования для КБ Сухого, Туполева, ну и ряд других. Исследования по проблеме тепловой прочности летательных аппаратов начались в СИБНИА более полувека назад, в середине 50-х годов прошлого столетия. Для этого в СИБНИА был создан отдел, а затем в 1984 году научно-исследовательское отделение номер 10. За прошедший период в отделе и отделении проведены теплопрочностные испытания более 100 моторных образцов изделий, агрегатов, фрагментов авиационной, ракетной и космической техники. Кроме того, в НИО-10 проводились испытания агрегатов и фрагментов конструкции воздушно-космического самолета «Буран».
В настоящее время в отделении модернизируется участок ресурсных теплопрочностных испытаний остекления фонарей сверхзвуковых самолетов и проводится подготовка испытаний фонаря самолета 5-го поколения. Летно-исследовательская база Сибня, как самостоятельное подразделение, существует с 1980 года. Отделение было создано для проведения летных испытаний различных образцов авиационной техники, исследований по тематике института. Основные направления деятельности летно-исследовательской базы – это создание на базе серийных воздушных судов летающих лабораторий, летные испытания легких и сверхлегких воздушных судов, испытания наземного радиотехнического светосигнального оборудования аэропортов. Специалисты нашего подразделения принимают участие в качестве экспертов при проведении сертификационных испытаний единичных экземпляров воздушных судов авиации общего назначения. В настоящее время в нашем подразделении ведутся работы по созданию современных средств бортовых измерений, регистрации параметров полета, совершенствованию технологий и методик летных испытаний. Планомерное и быстрое развитие института, расширение направлений научных исследований определялись не только государственной политикой, но и складывались из стремления каждого сотрудника внести свой личный вклад в историю отечественной авиации. В свою очередь, институты государства не оставались в долгу у сотрудников. За период до 1991 года для них и членов семей было построено 22 жилых дома, 3 детских сада и ясли, пионерский лагерь, где ежегодно отдыхало более 500 детей, база отдыха «Седова заимка», садово-дачный кооператив и водно-моторная база. Производственные и социальные достижения 60-80-х годов неразрывно связаны с именем начальника института Сувернева Виталия Григорьевича, руководившего им с 1959 по 1989 год. Особенно тяжелый период выпал на долю серьезного Алексея Николаевича, руководившего Сибня с 1989 по 2007 год. Шла перестройка и возникли ряд новых проблем. Но перестроечные времена коллектив института прожил хорошо, мы работали нормально, и можно было бы, наверное, отметить очень неблагоприятные, даже очень печальные последствия не перестроечных времен, а времен постперестройки. Тогда, когда произошел развал Советского Союза, когда авиационная промышленность потеряла руководство, когда в течение 6 лет институт подчинялся 7 различным вышестоящим организациям, когда финансирование института было сведено практически до нуля, сохранить коллектив института, а самое главное — сохранить ту работоспособную часть, которая могла бы обеспечить и в дальнейшем работу института, было крайне сложно. Но тем не менее мы находили заказы, мы находили работу, и в конечном счете вот из этого сложного, тяжелого времени коллектив вышел достаточно сильным, и это позволило сказать, что мы смогли сохранить возможности научного центра на востоке страны. С начала 2000-х экономическая политика государства была скорректирована в сторону поддержки и развития реального сектора экономики, что благоприятно сказалось на развитии Сибня. Наработки в области малой авиации, а также устойчиво растущий спрос на научно-технические услуги института в области создания легкомоторных летательных аппаратов привели к созданию в 2003 году специализированного научно-исследовательского отделения сопровождения, создания и эксплуатации авиационной техники НИО-9. Основной задачей является проведение научно-исследовательских, экспериментальных и расчетно-теоретических работ по следующим направлениям: разработка, внедрение и практическая реализация методов обеспечения и поддержания летной годности летательных аппаратов, а также безопасной эксплуатации авиационной техники. Разработка нормативно-правовых предложений по обеспечению легитимного существования и функционирования малой авиации России. Исследование влияния конструктивно-технологических и эксплуатационно-климатических факторов на механические характеристики конструкционных материалов, проведение модельных и натурных испытаний элементов авиационных конструкций, например, исследование долговечности несущих винтов вертолетов, исследование надежности и отказа безопасности авиационного оборудования,
Результаты наших исследований нашли широкое применение при обосновании ресурса новых изделий авиационной техники, при обосновании целесообразности внедрения в авиационное производство новых технологических процессов и операций, при расследовании причин и характера авиационных происшествий и инцидентов в промышленности, а также при сертификационных испытаниях авиационных конструкций, машиностроительных конструкций и изделий медицинской техники и других и товаров народного потребления. Наш центр по сертификации ЗАО «Сибня-Тест» образован в 2007 году на базе ГУП «Сибня» имени Чаплыгина. Основным направлением центра нашего является это определение летотехнических характеристик воздушных судов. Также выдаем заключение владельцам воздушных судов для успешной эксплуатации и готовим, дорабатываем руководство полетной эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию. Мы являемся единственным центром, подобным на территории от Урала до восточных окраин нашей страны. На сегодняшний день мы проводим работы на исторических воздушных судах, это истребители МиГ-3 и 16, а также штурмовик Ил-2. В перспективе, в планах центра создание представительства на территории северной части нашей страны и на востоке. Это в Якутии, в городе Якутске и в Хабаровске. Летом 2000 года в составе летно-исследовательской базы Сибня была создана бригада по ремонту и восстановлению авиационной техники. Возникнув в начале в виде небольшой бригады в составе 4 человек, без своего помещения, оборудования, инструмента, коллектив динамично разрастался, преобразуясь в самостоятельное подразделение и выполняя при этом текущие задачи по работе с новыми образцами авиационной техники. Для изготовления технологической оснастки, а также деталей общетехнического и специального назначения, мы широко используем новый станок с числовым программным управлением типа Multicam 5000. Одним из основных направлений деятельности отделения является участие в создании летающих лабораторий. Перспективным, на наш взгляд, проектом является работа по ремоторизации самолета Ан-2 путем замены устаревшего морально и физически двигателя АШ-62 на газотурбинный двигатель. В перспективе развития отделения есть ряд интересных проектов по созданию новых опытных образцов авиационной техники. В 2007 году было создано опытно-конструкторское бюро, большую часть штата которого составили молодые специалисты, выпускники технических университетов. Опытно-конструкторское бюро было организовано в октябре 2007 года приказом директора. Мы успели позаниматься как проектированием авиационных конструкций летательных аппаратов, так и проектированием стендового оборудования для нужд института и для нужд авиаремонтных заводов. В течение 2,5 лет ОКБ для ОАО «Ил» занималась разработкой кессонной части крыла и топливной системы. ОКБ выпускает конструкторскую документацию для доработки летательных аппаратов, которые принадлежат летно-исследовательской базе института. Вся документация выпускается с помощью автоматизированных систем проектирования, что практически полностью исключает ошибки на этапе сборки. На сегодняшний день создан задел в плане освоения технологий изготовления элементов каркаса и элементов обшивки из композитных материалов. Также имеется опыт создания автоматизированных стендов для испытания агрегатов летательных аппаратов. Сегодняшний день института – это испытание на усталостную долговечность авиационных конструкций передовых воздушных судов. В этом году нашим предприятием пройден ресертификационный аудит фирмы Бюро Veritas, и институт аккредитован по нормам АСН 9100 в области проведения летных, прочностных испытаний, динамических испытаний, аэродинамических испытаний и разработки и проектирования образцов авиационной техники. Мы готовы к сотрудничеству и надеемся стать надежной опорой для генеральных конструкторов, авиационных специалистов и просто неравнодушных к авиации людей.
В заключении стоит отметить, что СибНИА, пожалуй, один из очень немногих исследовательских центров в России, направление деятельности которого включает практически все этапы разработки авиационной техники, начиная с эскизного проектирования и заканчивая летными испытаниями и сопровождением эксплуатации авиационной техники. Достигнутое стало возможным благодаря исключительной стойкости и упорству многих поколений сотрудников института, их вере в большое и важное дело, которому они посвятили свою жизнь. Можно быть абсолютно уверенным, пока в людях не угасает желание летать, пока самые смелые крылатые замыслы человечества не будут реализованы, у сотрудников СибНИА не иссякнет энтузиазм и будет достаточно простора для научного творчества. Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина уверенно смотрит в будущее.